Всем привет, меня зовут Алина Федорова. Сегодня, ребят, я вам расскажу о своем питании. Это один из самых часто задаваемых вопросов, как я уже говорила. Так как я работаю моделью, я фотографируюсь для каталогов купальников, спортивной одежды. Конечно же, многих девушек интересует вопрос в том, как я поддерживаю свое тело в форме, что я для этого делаю. Ну, ни для кого не секрет, что наше тело – это самое основное, это то, что мы едим и как мы занимаемся, да, это наши физические нагрузки. Но сегодня я вам постараюсь рассказать самые основные, так сказать, пункты, да, своего питания. Какие продукты я покупаю, в какие магазины хожу, что готовлю дома, в каких ресторанах, кафе кушаю. Я ни в коем случае никого не агитирую питаться так же само, как и я. Вопрос питания, вопрос рациона питания – это очень индивидуальный вопрос. Это сугубо личное дело каждого, какие продукты ему покупать, не покупать, что ему готовить, чем кормить своих детей, ходить ли в ресторан или не ходить, если ходить, то в какие. Каждый человек для себя это сам решает. То, что может подойти для одного человека, может не подойти для другого человека. Все мы люди очень разные, мы живем в разных странах, у нас разное состояние здоровья, мы по-разному себя ощущаем, у нас разное мышление, разное мировоззрение, разные принципы, разный опыт, разное социальное положение, воспитание, финансовое положение. Можно еще придумать множество критерий, по каким, да, люди отличаются между собой. И поэтому говорить, что то, что подходит одному человеку, должно подходить всем, нет. Конечно же, так быть не может. Что касается моего питания, я вам уже говорила, что я не ем мясо и любую продукцию, которая сделана из мяса. Я имею в виду там сосиски, фарш, колбасы и тому подобное. Молоко животного происхождения и то же самое, вся продукция, я имею в виду там йогурты, масло. Также я не ем яйца. Но при этом я себя не называю ни вегетарианкой, ни веганом, потому что иногда я могу съесть рыбу. То есть я домой ее не покупаю, потому что муж ее не ест, он полностью веган. Но я могу иногда ее заказать в ресторане где-то. Также я могу съесть, например, какую-то выпечку, там, где было в составе, либо же молоко, либо же яйца. То есть, если это было где-то в составе чего-то, я уже могу так не придираться. Я покупаю очень много свежих овощей и фруктов. То есть, каждый день я готовлю салат. Это без преувеличения. В салат я кладу огурцы, помидоры, зеленый лук, шпинат, просто микс разной зелени. Также авокадо и иногда добавляю кусочки манго. И сыр тофу тоже я кладу практически всегда. Обожаю просто манго. Ну, я, наверное, не каждый день его ем, но, мне кажется, 3 раза в неделю, 4 я 100% ем манго. Могу, кстати, за раз съесть даже 2-3 больших манго. Мне очень нравится. Авокадо я ем каждый день, то есть это не только салат, я могу его просто так нарезать, съесть там со специями, могу положить на сэндвич. Очень люблю готовить гуакамоле. Это мексиканская закуска. Ее, кстати, подают в любом кафе, ресторане. В Лос-Анджелесе я просто влюбилась в это гуакамоле здесь. Готовится очень просто. Это, так сказать, паста с авокадо. Туда кладется чеснок, помидор, и иногда какая-то зелень, там иногда острый перец. То есть там есть разные вариации приготовления. И получается очень вкусная, полезная намазка. Ее можно просто есть, можно с гарниром, можно добавлять в различные блюда, можно делать сэндвичи. Очень вкусно. А также я очень люблю покупать хумус. Это перетертый горох, это такая намазка, он очень вкусный и очень полезный, потому что там много клетчатки, много ненасыщенных жиров, железа, растительного белка. Я покупаю ягоды, это всегда голубика, ежевика, малина и клубника. Я делаю просто, добавляю микс всех этих ягод себе в завтрак, это овсянка, растительное молоко, эти ягоды плюс грецкий орех. Наверное, это мой самый основной вариант завтрака. Ну, конечно же, я покупаю разные фрукты, но вот те, что я назвала, я их покупаю чаще всего. Также я покупаю и другие овощи, там это и брокколи, и спаржа, и баклажаны. Я обожаю голубцы, фаршированные перцы, фаршированные баклажаны. Там все это с рисом, с овощами, с грибами, морковкой. Ну, в общем, как обычно. Я покупаю аналог мясного фарша на растительной основе, то есть он на основе бобов. Также я люблю запекать картофель с овощами в духовке. Там это лук, это морковь, грибы. Также можно даже сверху сыр положить, ну, веганский. Я готовлю
готовлю иногда веганское оливье. Я просто кладу туда веганский майонез, вместо яиц режу сыр тофу кубиками и вместо обычной колбасы добавляю колбасу на растительной основе. И получается очень вкусно. Прям вообще, и я же говорю, от обычного оливье сложно отличить. В магазинах у нас продается огромное количество продукции, которая является аналогом мяса, только на растительной основе. Это что угодно. Это сосиски, колбасы, это как ветчина, даже как куриные крылышки, это различные котлеты, тефтели, фарш. В составе там различные бобовые, сои и тому подобное. И белка в этой продукции просто с головой хватает. Мы покупаем различные такие штуки, то есть я делаю и просто с гарниром мы едим, и бутерброды делаем, и добавляем просто как в подливы разные. В плане молочной продукции я вообще не чувствую никаких ограничений. Я покупаю и сыры, их очень много разных. Я покупаю сыр тофу, он очень полезный, там много белка. Также я покупаю и йогурты на растительной основе. Это и майонез, и сметана, все на растительной основе. Молоко продается у нас какое угодно. Соевое, миндальное, рисовое, кокосовое, микс этого всего, шоколадное, и все очень вкусно. Также можно купить мороженое на основе растительного молока, оно и в магазинах продается, и в кафе различных. В общем, как вы уже поняли, я готовлю абсолютно все те же блюда, которые готовят люди, которые употребляют мясо, то есть все то же самое, просто я заменяю те или иные продукты на продукты растительного происхождения. Что касается гарнира, я люблю готовить различные крупы, мне нравится гречка, киноа, чечевица, мне нравится очень тушить фасоль с овощами, добавлять туда, там, допустим, либо же сметану, либо какой-то красный соус, и получается очень вкусная подлива. Мне нравится готовить ризотту. Я покупаю специальный рис для ризотто, добавляю туда грибы, и очень вкусно получается. Также мне нравится готовить чечевичный суп и мисо-суп. В мисо-суп я еще добавляю тоже кусочки сыра тофу. Также готовлю картофель в качестве гарнира. Это и пюре, это и затушенная картофель. Покупаю вермишель, макароны. У нас огромный выбор всего, и с пометкой веган, и без глютена. Готовлю пасту, иногда в белом соусе сметанном с грибами, иногда это красный соус, добавляю туда там какие-то веганские тефтели, очень вкусно. Иногда покупаю, кстати, рисовую вермишель, мне она тоже очень нравится. Ну и вообще можно придумать разные вариации, как можно приготовить вермишель, сделать пасту. Насчет хлеба, я покупаю его не так уж часто, но если покупаю, беру в составе которого нет яиц, молока коровьего и глютена. Найти такой хлеб несложно, он есть в каждом магазине, в самом обычном. Также, если я где-то в гостях, либо же на каком-то мероприятии, и либо же на работе, там на ланче мне дали обычный хлеб, вернее, дали какой-то хлеб, где я не знаю, что там в составе того хлеба, то есть я уже не буду придираться, я смогу съесть там и выпечку, и хлеб, потому что я не так уж часто это ем, это не является основой, так сказать, моего питания, поэтому я уже настолько не придираюсь. По поводу десертов, да, всякие тортики, шоколадки, булочки и тому подобное. Так как я очень редко это ем, мне просто не хочется, я никогда не была сладкоежкой. Ни в детстве никогда не была сладкоежкой, ну и сейчас ничего не изменилось. Для меня всегда было предпочтительнее съесть что-то соленое, нежели сладкое. Я не хочу сейчас сказать, что я вообще не ем сладкое. Нет, конечно же, я иногда ем. Могу, не знаю, с подружкой где-то договориться, пойти в какую-то кофейню и купить себе какой-то красивый десерт. А насчет напитков. Чаще всего я пью обычную фильтрованную воду. У нас оформлена доставка, нам каждый месяц доставляют огромные бутыли этой воды. И у нас стоит дома специальный автомат, который ее либо же нагревает, либо охлаждает. Да, воды я пью очень много. При том, что я с детства ее тоже пью очень много. Меня всегда бабушка называла водохлебкой, потому что мне всегда родители, бабушка говорили: Лина, господи, сколько можно пить той воды? Ты целый день только и делаешь, что пьешь. Пьешь больше, чем ешь. Я всегда пью много воды. Хотя, да, вот только относительно недавно все начали говорить о том, что ой, нужно пить больше воды, это полезно и всякое такое. Мне не нужно было говорить об этом, у меня просто организм так требовал, мне хотелось, я себя хорошо чувствую, мне нравится пить воду. А также в воду я иногда добавляю семена чиа, они очень полезны, там в составе и кальций, калий, магний, омега, в общем, много всего. Пишут, что они регулируют работу женских гормонов, также повышают иммунитет и
много всего другого. Чайную ложечку я добавляю в протеиновый коктейль. Также я пью зеленый чай. Черный чай я, кстати, никогда не покупаю. Мой самый любимый чай — это йоги камбуча. Он очень классно пахнет, очень вкусный. В чай я люблю добавлять иногда ягоды годжи берри. Это очень полезная ягода, ее выращивают где-то в Тибете, в Азии. Мне кажется, это, знаете, как аналог нашего шиповника. В ней там просто уйма полезных компонентов, которые повышают и иммунитет, просто панацея от всех болезней, если верить тоже информации в интернете. Она также оказывает омолаживающий эффект. Мне, кстати, очень много людей рекомендовали употреблять эти ягоды. То есть это я не просто, да, где-то в интернете там узнала информацию. У меня были знакомые, которые регулярно употребляют ее и очень довольны эффектом. Если говорить про вегетарианские, веганские рестораны в Лос-Анджелесе, их здесь очень-очень много. У нас никогда нет проблем с мужем, если мы хотим куда-то сходить пообедать, поужинать. Это вообще проще простого. Достаточно вбить в Yelp там vegan restaurants, и оно покажет вам просто сотни ресторанов. Их хватает здесь в каждом районе. Если это не полностью, да, веганский, там какой-то ресторан вегетарианский, то там по-любому все равно будут веганские, вегетарианские блюда. То есть обычно в любом ресторане там есть отдельное меню для вегетарианцев, веганов. Даже если такого меню нет, всегда можно попросить официанта приготовить любое блюдо, да, там просто без добавления туда мяса, там рыбы, уже молочки, как вы там хотите, просто даже заменить какими-то другими ингредиентами. Всегда можно придумать какую-то альтернативу, ну тут очень просто. А у меня, кстати, любимый ресторан — это Gracias Madre на Melrose. Также мне нравится Joy Juice. Там делают очень вкусные свежевыжатые соки. Также это тоже различные веганские, вегетарианские сэндвичи. Мне нравятся там сэндвичи с авокадо, если это веганское. Также мне нравятся там рыбные сэндвичи, я покупаю иногда. Знаете, также, если захочется съесть какой-то такой еды а-ля бургер, либо какие-то крылышки, все это с соусом, картошкой фри, тоже есть у нас такое заведение, где можно купить, заказать все это веганское абсолютно. То есть любой чизбургер, бургер, он все будет и сыр веганский там в составе, и мясо веганское, можно даже крылышки там заказать веганские. И все соусы тоже сделаны без добавления яиц и коровьего молока. Но, конечно же, таким питанием нельзя злоупотреблять, даже веганским, потому что там все довольно-таки жирно будет. Но при этом я к тому, что если сильно захочется, то есть есть и такая опция. А теперь отвечу на некоторые комментарии, которые мне писали под прошлым видео о питании, да, самые распространенные. Где же ты берешь белок? Белка хватает в множестве продуктов растительного происхождения, в различных бобовых, в крупах, в шпинате, в сыре тофу, вообще где угодно. И мне кажется, что я, возможно, даже его употребляю больше, чем некоторые люди, которые употребляют мясо. То, что некоторые пишут и говорят о том, что растительный белок — это не одно и то же с животным белком, мол, тот может не усваиваться, там не хватает каких-то аминокислот, которые необходимы человеку. Все это чушь. Очень много статей на эту тему, где доказано, показано, что человек может спокойно существовать, быть абсолютно здоровым, употребляя белки растительного происхождения, и этого более чем достаточно. Также я покажу вам некоторые таблицы, где будет показано, сколько белка содержится в продукции животного происхождения и сколько белка в продукции растительного происхождения. Поэтому вы сможете, так сказать, сравнить. Также среди спортсменов есть много вегетарианцев и веганов. Это и бодибилдеры, и боксеры. И если это те люди, которые должны быть очень сильными, выносливыми, у которых просто огромная нагрузка, и если им хватает растительного белка, то мне кажется, что обычному человеку и подавно. А среди известных спортсменов-веганов это Фрэнк Медрано, Карл Льюис, кстати, 9-кратный олимпийский чемпион по спринтерскому бегу и прыжкам. Среди известных личностей это Брэд Питт, Деми Мур, Сиа, Майли Сайрус, Ариана Гранде, Натали Портман и очень много других еще знаменитостей. Я называю эти имена не для того, чтобы сказать: ой, давайте, становитесь сейчас все веганами, давайте присоединяйтесь к нам. Нет.
Ребят, я снова напомню вам, что это ни в коем случае не агитация, это абсолютно дело каждого, это все личное, индивидуальное, в общем, вы поняли. Я называю сейчас эти имена известных людей, чтобы вам показать, все эти люди, они успешные. Успешный человек — это умный человек, они не глупые, и если бы хотя бы у одной актрисы выпали зубы, волосы, да никто бы не был вегетарианцем, веганом, и никто бы ни в коем случае бы вообще не говорил об этом в массах. Когда я отказалась от мяса, где-то через полгода я пошла, сдала анализ крови для того, чтобы проверить, хватает ли мне всего. Я сказала своему врачу, терапевту, что вот я не ем сейчас мясо, и, кстати, на тот момент я даже, по-моему, от рыбы отказалась первое время. И я ей сказала, что да, мне нужно проверить, там все белок, все витамины, и мой анализ крови был абсолютно отличным, то есть, ну, у меня со здоровьем все хорошо, я, кстати, регулярно проверяю свое здоровье. Во-вторых, опять-таки, многие люди написали, что да, Алина, ты, наверное, ешь там вообще одну траву, один листочек, либо же вообще ничего не ешь, то есть люди действительно предполагают, что если ты веган, что если ты вегетарианец, ты вообще ничего не ешь, и я подозреваю, что многие люди, вот, кстати, из тех, которые написали про какие-то ужасные симптомы там после вегетарианства, веганства, когда у них там, я же говорю, все там начало выпадать, волосы, зубы, не знаю, еще чего-то. Я подозреваю, что они вот так и питались, наверное, одним листочком. Конечно же, если неграмотно составить свой рацион питания, и если питаться одним листочком, знаете, человек всю жизнь ел мясо, рыбу, молочку, там все это, а потом в какой-то момент сказал, вот, все, я веган, вегетарианец, и буду есть какой-то один салат, и все на этом. Конечно же, выпадут не только зубы, вообще человек рассыпется просто очень быстро довольно-таки. Я сейчас хочу дать некоторые советы тем людям, которые уже для себя решили, у них какие-то были мысли, они хотят попробовать вегетарианство, либо веганство, они хотят отказаться от мяса. И, в общем, да, я хочу вам посоветовать, во-первых, подходить к этому вопросу действительно очень серьезно, обдумывать это решение, зачем вы это делаете, с какой целью. Во-вторых, нужно грамотно отказываться от каких-то продуктов. Я бы вам советовала отказываться постепенно от определенных продуктов. Сначала, например, вы исключите мясо, потом там со временем вы исключите рыбу, либо там молочку, либо же можно просто начать сокращение употребления мяса. Например, там, да, вы ели мясо каждый день, можно сократить его там до нескольких раз в неделю. Да, остальное время там есть, допустим, хотя бы рыбу. Конечно же, когда вы там были на протяжении какого-то времени на таком питании, нужно обязательно пойти сдать анализы, поговорить с врачом, проверить весь ваш организм, чтобы понять, все ли там правильно функционирует, все ли хорошо, хватает ли белка и всего остального. Это тоже очень важно. Конечно же, нужно там смотреть за состоянием своих волос, ногтей, там, кожи. Это то, что в первую очередь, да, показывает нам, все ли у нас там хорошо внутри. Но еще есть такой психологический аспект всего этого. Некоторые люди хотят быть вегетарианцами, то есть они хотят отказаться от мяса, но это непонимание со стороны там наших родственников, родителей, да, когда они поддерживают. Это какие-то насмешки друзей, кучу каких-то дурацких вопросов задают. Потом вопрос, как мне писали в комментариях под моим прошлым видео тоже, это вот мода какая-то на все это веганство, всякое такое. Ребят, для меня вообще так дико слышать, что есть мода на питание, для меня вообще это очень странно. Если есть какая-то мода на здоровый образ жизни, ну это же прекрасно. А чтобы сказать, я ем это, потому что это модно, ну не знаю, у меня даже, я никогда в жизни о таком даже не думала, у меня в голове это не укладывается. Я подозреваю, что если человек это написал в комментариях, то, скорее всего, это он так думает. Знаете, если человек, например, тоже сказал, что он вегетарианец, либо сказал, что он веган, а потом через какое-то время он там где-то что-то съел мясо, либо еще чего-то, и опять-таки, что это? Ой, ты обманщик, да ты лицемер, либо, как там мне писали, вот 300 раз за эту рыбу, ой, тебе курицу жалко, а рыбу тебе не жалко, ой, лицемерка. Я думаю, что мне даже не нужно объяснять, насколько это все глупо. Что касается нашего питания, у нас разные мотивы, да, мы думаем про свое здоровье, там, этические соображения, неважно, то есть у каждого это свое, и мы это делаем это в первую очередь для себя,
это не на показуху делается, не для кого-то делается. И вы понимаете, что мир не черный и белый, в нем есть множество оттенков. Человек, он вообще, ему свойственно развиваться, всегда хотеть становиться лучше, лучше и лучше с каждым разом. Если мы занимаемся спортом, нам сложно, нам тяжело, мы можем срываться, мы можем там не заниматься, там потом снова возвращаться, но сколько бы мы это ни делали, у нас каждый раз будет получаться все лучше и лучше, мы будем становиться выносливее, сильнее. С каждой ошибкой, с каждым опытом мы будем становиться мудрее и будем становиться еще немножечко лучше. Вы там ели мясо, потом перестали, а потом снова там съели где-то какое-то мясо. Вы понимаете, вы не должны думать, что вас там будут засмеивать, обзывать лицемеров, то есть это могут делать только глупые люди. Вы должны думать о том, что это нормально. Это нормально, что вы хотите быть лучше. А уже как у вас получается, там у кого-то лучше, у кого-то хуже, где-то что-то, ну там какие-то погрешности, ну в этом нет ничего страшного. Я же говорю, мы так растем. Суть именно в этом пути длинном нашего совершенствования. А то, что где-то мы совершаем какие-то ошибки, где-то что-то делаем не так, это не страшно. Хуже, когда мы ничего не делаем. Хуже, когда мы говорим, что я ем чипсы, запиваю кока-колой, редбулом, не хожу в спортзал, не проверяю там свое здоровье, вообще не смотрю на себя в зеркало, и все прекрасно, так круто. И буду называть других лицемерами, там еще какими-то и так далее. А если вы, наоборот, к чему-то стремитесь, к чему-то тянетесь, не бойтесь где-то ошибиться. Поменьше обращать внимание, что думают, говорят о вас другие люди. Просто делайте все на благо себе, на благо своей семьи, развивайтесь. Люди, которые негативные, которые захотят вас осудить, они будут всегда. С этим просто нужно смириться. Просто абстрагироваться от негатива всего. Ребят, спасибо огромное за просмотр этого видео. Я вам желаю здоровья, мудрости, бесконечного роста и развития во всех сферах вашей жизни. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, ставьте лайк. А мы с вами, как обычно, увидимся в новых видео. Всем пока!